Всем привет! Вы знаете, как сильно я люблю Барби, особенно мультики из нулевых и начала десятых. Я не раз с вами делилась своими самыми любимыми фильмами Барби, самыми запоминающимися моментами из них. А в октябре этого года мы командой даже сделали косплей на мушкетерок и сняли короткий музыкальный клип. После этого я решилась на создание косплея по мотивам самого первого мультика Барби «Щелкунчик». Не могу сказать, что Клара сама по себе мой любимый персонаж из всей франшизы. На первом плане я вижу сильную, храбрую героиню, готовую постоять за тех, кого она любит, но также за этим образом чувствуется капризность и небольшая зацикленность. Наверное, сейчас меня полетят ягоды Мермейди. Тем не менее, я запомнила Клару мечтательной, нежной и чувственной. И именно такой мне захотелось воплотить ее самостоятельно. Наверняка первое платье, которое приходит вам на ум при упоминании этого мультика, это платье принцессы Карамельки. Но в моем случае это было бы слишком просто и очевидно, ведь мое третье имя — это непредсказуемость. В то время как первое имя Оля, а второе Уна Фата, что означает Так что сегодня я покажу вам, как сотворить пижамку Клары своими руками и чего делать совершенно точно не стоит. Так что пусть мои неудачные опыты пойдут вам во благо. И моя первая ошибка — заказывать ткани онлайн. У меня просто не оставалось выбора, так как мне приспичило сделать это платье именно из бархатной нежно-розовой ткани. Сперва мы, как и в прошлый раз, поехали в специальный магазин, но нашли там лишь остатки нужных тканей. И с горя пошли за розетками на кухню. И сейчас вы видите два куска ткани, которые я заказала на Озоне, совершенно идентичного цвета с одинаковыми артикулами, но из разных партий. В результате я взяла только один отрез более розового оттенка, так как первый показался мне слишком персиковым. Забегая вперед, у меня даже осталось полметра этой ткани, так что хорошо, что не взяла второй. Следующим этапом было построение лекал. Я, как уже квалифицированный специалист по шитью, решила поступить профессионально и построить выкройки по моей базовой конструкции, отталкиваясь от костюма Вивеки, который мне сделала крутая Маря. Если вы не верите, что Маря крутая, то вот пруф. Для данного платья в стиле бэби-долл завышенной талии мне необходимо построить топ, который по факту выглядит как среднестатистический верх от купальника. YouTube не бань, плиз. Рукава этого платья имеют необычную форму, пышные на плечах и облегающие по длине. Такой рукав в профессиональной среде называют паш, и легче всего его воплотить наподобие того, как это сделала Атлас, соединив рукав в пуф и классический крой. Чтобы сделать рукав в пуф, мы отделяем верхнюю часть рукава от основной на макете и делим ее на несколько полосок, оставляя пару миллиметров внизу, чтобы получилось что-то такое. Пока я занималась выкройкой, на моем канале стукнуло 100 тысяч подписчиков, и это просто нереально крутое достижение. В честь этого замечательного события я решила приготовить тортик и назвать его «Забей». Ведь все, что могло пойти не так, пошло не так, вы скоро это сами увидите. Чтобы самостоятельно приготовить фирменный тортик «Забей», нам понадобится 3 бисквитных коржика, свежая клубника, малина и ежевика, ягоды по вашему вкусу, взбитые сливки и сгущенное молоко. Сперва разрезаем крупные ягоды пополам, на большое блюдо выкладываем первый слой коржа и обильно поливаем его сгущенным молоком. Затем распределяем половину ягод на этом уровне, слегка отступая от края коржа, и накрываем этот слой вторым слоем коржика. Далее повторяем все то же самое, правда, на второй слой я добавила еще банан, это вкусненько. Вот. Третий слой — это еще один коржик, затем накрываем весь этот тортик крышкой и оставляем на ночь в холодильнике. На следующий день украшаем верхушку взбитыми сливками, половинками клубники и пытаемся сделать розочки, а также украшаем тортик свечами в честь своего 100 тысячелетия. Если вы досмотрели этот туториал до конца, поздравляю, вы прошли курс рукожопика. Вот ваш сертификат, позволяющий вам профессионально рукожопить, сохраняйте его себе и делитесь им в своих социальных сетях, чтобы все знали и гордились вами. Чтобы выкроить детали, в первую очередь нам нужна ткань, ровно сложенная пополам. Здесь вы можете лицезреть мои получасовые страдания с выбранным полотном. Ткань никак не хотела ложиться ровно пополам, ворс постоянно цеплялся сам за себя, а мои нервные клетки делали... Выкраиваем топ, разложив перед на сгибе ткани, а спинку двумя отдельными деталями, так как сзади у нас будет молния. Рукав в пуф раскладываем таким образом, чтобы между разрезанными полосками оставались промежутки в 2-3 см. Не забудьте перевести контрольные точки, иначе вшить рукав будет почти невозможно. Для этого платья нам понадобится конусовидная юбка длиной 60 см. Для этого проводим 1/4 круга, равную обхвату под грудью, у нас завышенная талия. От середины юбки отмеряем вниз 60 см и проводим еще одну округлую линию параллельно первой. Так как ткани осталось совсем мало, я решила сделать основную длину рукава из 2 частей. А что, я такое на показах мод видела? Здесь важно не запутаться в сторонах, поэтому сразу помечайте детали, какая относится к правой, а какая к левой руке. Наконец переходим
переходим к самому интересному. Сшиваем это все. Ткань оказалась очень тянущейся, прям трикотаж на максималках. И для того, чтобы швы держались крепко и не лопались во время носки, воспользуйтесь специальным трикотажным швом. Главное следить за натяжением, чтобы ткань не пошла сборочками. Но даже если это произойдет, всегда поможет жесткая парка. Парим с помощью утюга на средней температуре, подходящей для ткани. И при первой же примерке я поняла, что шить из трикотажа это не мое. Ткань легла совершенно не так, как я ожидала, из-за чего пришлось делать выточки по всей высоте топа. Так что урок номер 2. Проверяйте, как выстроить тот или иной вырез на своей ткани заранее. В перерывах между пошивушками мы с девочками успели пройти на Тагучи, которая, оказывается, правильно читается как Тогучи. И выступили там как Винкса-ковбойки. Я даже встретила свою дальнюю Барби-сестру и решила, что это буквально знак судьбы. Правда, через пару часов я узнала, что мы не выиграли. Вернувшись с фестиваля, я исправила ситуацию с топом и перешла к созданию рукавов. Для лучшего облегания основную часть рукава я дополнительно ушила, а верхнюю часть я собрала в пуфы, предварительно прошив свободной строчкой и потянув за одну из ниточек. Так я сделала по верхней линии плеча и по нижнему краю детали. Не забудьте равномерно распределить получившиеся складочки и сравнить длину в местах сшивания, иначе зачем все это вообще было? Аккуратно собираем рукава и прикрепляем их к топу. Для украшения нашего топа я буду использовать кружева. Через равные отрезки поочередно я делаю складочки по направлению вниз и вверх по крайней линии полотна, а затем прикалываю получившийся к середине топа. То же самое проделываю со второй половинкой топа. Далее закрываю место стыковки кружев с помощью бархатной ленты. Пожалуйста, не берите белые бархатные ленты, потому что от белого у них только название. Предварительно наметываю ленту вручную и пришиваю по самому краю к топу на машинке. Кружева также украшают низ рукавов Клары, поэтому проделываем то же самое, только с рукавами. Не забудьте перед пришиванием найти лицевую сторону ваших кружев, ведь носить вещи наизнанку к конфликту с крысой. Хотя Кларе эта примета не очень помогла. Делаю сборку на юбке по линии талии таким же образом, как и на рукавах-пуфах, и затем пришиваю к низу топа. Нам нужно лишь пришить бархатную ленту по поясу и 2 линии кружев по юбке. Далее остается лишь вшить потайную молнию, и платье готово. Во время пошива этого костюма я часто задумывалась о том, почему потрясающие, но довольно простые по задумке фильмы Барби по мотивам существующих произведений так и остались нулевых. Не поймите меня неправильно, мне нравятся новые мультики Барби, но таких же легенд, как та же Барби и Щелкунчик или принцесса Нищенка, не выходила уже лет так 10. И в какой момент мы свернули не туда или чем-то провинились перед Мотел, что из вот этого шедевра 2001 года мы получили вот это в 2021. Божечки, как это развидеть? Пока я готовилась к этому проекту, наступил декабрь, и мы с Саней решили подготовить друг другу настоящий рождественский адвент-календарь на шторах. Это вам не Шанель. Первый день Рождества мне мой парень подарил. Распаковка подарков. Что же? Будем благодарны за вашу отзывы. О, как прикольно. Такое вот колечко. Вот. Сваровский никак иначе. Если я на факт надену, это будет прикольно. Ну что же, теперь ваша очередь. Нет. Почему? Это не все. Мишура? Нет. Нет, это еще колечко. Можно вот так вот носить. Нет. Девочки, теперь вся в кольцах. Спасибо. Ну, второй день Рождества мне моя девушка подарила. Что же там, Александр? Не, прикольно. Это Они синие, да. Вообще. Надеваем. Примерка чек. Спасибо. Третий день Рождества мне мой парень подарил. О, тут котичка. Ой, это опасный котик. Ставьте лайки, если вам нравится такой котик. Четвертый день Рождества мне моя девушка подарила. Так, ну давай, рискуй. Так. О, что это? Это. Не надо, блин, страшно. Ничего не будет. Да, там что-то даже нагрелось, наверное, это моя психика. Пятый день Рождества мне мой парень подарил. Та-та-да, та-да-да-да-да-да. Фу, они двигаются. Ой! Напали на меня. Не заходи в мой район. Блин, я реально испугалась. Потом удивляешься, откуда у меня седые волосы. Шестой день Рождества мне моя девушка подарила. Так, у меня должно получиться. Опа. Ты не перепутал подарки? У меня все так плохо, да, что мне надо?
Вот так Александр выглядит в нашей маске. Узнаем результат через 20 минут. 7-й день Рождества мне мой парень подарил. О, блин, прикольно. Мне кажется, мне они идут. На стримах будешь использовать. На стримах. 8-й день Рождества мне моя девушка подарила. Ух. Что это? Два красавчика в кадре. В 9-й день Рождества мне мой парень подарил. Это самый тяжелый, короче. Нет, я не согласна. У тебя просто, да, выбор есть теперь. Кофе. Но не согласна. Вообще вот это должно быть наоборот. Прикольно. У меня наконец-то кружка. 10-й день Рождества мне моя девушка подарила. Вот это круто. Я очень просто люблю рафаэлки. Смотри, ты мне чашку подарила, а я тебе рафаэлка. Надо пойти чай попить, короче говоря. В 11-й день Рождества мне мой парень подарил. Мы идем в магазин покушать. Ты опять фокусировку сломал. Сейчас, подожди. Привет. Привет. 12-й день Рождества мне моя девушка подарила. Последняя коробочка. Что же там? Что же там? Молоко. Биг Флопа. The Rap King himself. Что вы можете зачитать? Так, время раскрытия. Что же там под маской? Слушай, ну результат прям на лицо. Прям вот заметно так омолодился на самом деле. Прям не узнать. Своего щелкунчика я нашла на Алиэкспресс. Я искала его среди 1000 страниц хлама, среди сотни выгодных предложений, и я почти купила этот замечательный массажный коврик, но моя рука не дрогнула, и вот щелкунчик уже у меня. Он был почти идеальным, и чтобы довести его до совершенства, оставалось лишь перекрасить его головной убор и нарисовать на нем золотую звезду. Таким образом, я узнала, что не умею рисовать звезды. Для макияжа Барби в щелкунчике я, конечно же, отдала предпочтение розовым оттенкам. Вообще, Клара выглядит очень естественно, у нее своего рода макияж без макияжа. Но угадайте, кто снова накрасился как в последний раз. Также я подготовила Сашку к этому важному событию и буквально сделала его принцем Эриком. Добро пожаловать в салон красоты Центрифуга. Омолодим, преобразим. Вау, невероятное преображение Александра. Александр, как вы себя чувствуете? И прямо сейчас приглашаю вас проследовать за мной в историю Клары. Рождественская ночь, елки, подарки. Все это не сильно волновало Клару в этот вечер, ведь глубоко в душе девушка испытывала гнетущее одиночество. Она погружалась в сказки, пытаясь убежать от этого чувства, и сама мечтала однажды оказаться главной героиней романа. Велением судьбы ей попался маленький деревянный солдатик, Щелкунчик, тот самый друг, которого так ждала Клара. Но вдруг Клара проснулась, а Щелкунчик ее кость за нос. И вот такие фотографии у нас получились, подробнее вы сможете рассмотреть их в моем инстаграме. Не забывайте подписываться на меня и ставить лайки под этим видео, ведь каждый лайк снимает с меня проклятие рукожопкости. До скорого!